Привет, любители-профессионалы! Сегодня мы разбираем, чистим и поближе знакомимся с полуавтоматом Deca-Power Extra MIG 200. Тем более, что датчик загрязнения давно и настойчиво сигнализирует мне о том, что он нуждается в продукте. Вот такая кучка мусора получилась. Также немного поварим им тонкий металл, потому что были вопросы по этой теме. Я думаю, хватит заниматься ерундой. Посмотрим, исправил ли производитель свои косяки. Ну и, конечно, подведем промежуточный итог владением аппарата и его работой. Ну а перед этим, ребята, я хотел бы немного подкорректировать ту информацию, которую озвучивал вам в прошлом ролике про этот полуавтомат. Итак, первая и самая главная новость. По заявлению производителя, на аппарат есть гарантия, и составляет она 15 месяцев. Что, согласитесь, уже довольно неплохо. Но вторая новость — это то, что сейчас на них большие скидки и хорошая цена. И теперь, ребята, после активного использования полуавтомата и наличия гарантии, я со спокойным сердцем размещаю ссылку на его приобретение. Как говорится, есть гарантия, есть и ссылка. Поэтому она будет в описании, в закрепленном комментарии. В общем, переходите, приценивайтесь, присматривайтесь, сравнивайте, обдумывайте и покупайте. Ну а я тем временем попробую поварить тонкий металл. И самое тонкое, что мне удалось найти, это обыкновенная крышка для банки из-под лака. Поэтому сейчас я ее разрежу на пару частей, попробую зачистить от цинка и остатков лака и поварим на самых малых токах. Настройки доверяем Синергии, и самый малый ток, который позволяет выставить эта программа, это 40 ампер. Ну а толщина металла, которая указывается у нас на дисплее, это 0,6 мм. Наша банка явно тоньше. Сваривать вначале будем внахлёст, хотя, честно говоря, я слабо верю в эту затею. Разжигать буду на куске металла и заодно вспомню, что забыл открыть газ. Как видим, ничего путного не получилось. Металл прожигает, нормальным швом здесь и не пахнет. К тому же я думаю, что и не до конца удаленный цинк способствует плохому результату. Короче, ребята, на 40 амперах нечего заниматься ерундой. Давайте возьмем стандартные 0,6 мм и попробуем поварить их прихватками и сплошняком без отрыва. Начинаем, как обычно, полегче, внахлёст. Ну а дальше в кадре появляется сползшая маска и все закрывает. Но результат получился явно лучше, чем в прошлой нашей попытке. Я бы даже немного добавил ток, чтобы шов растекался получше. Ну да ладно, давайте еще раз попробуем сварить, только уже в стык, чтобы наконец закончить с этими экспериментами и уже забраться в кишки этому аппарату. И опять маска лезет в кадр. Как видим, с результатом все в порядке. Так что металл 0,6 мм легко сварите сплошным швом, в стык, на весу. Но в принципе ролик-то не об этом, поэтому поехали дальше. Но перед этим, ребята, немного вводной информации. Просто за время работы для себя я составил небольшой техрегламент, который стараюсь придерживаться постоянно. У меня довольно скромный размер мастерской, и на этом небольшом участке я выполняю практически все виды деятельности. Поэтому сварочному аппарату приходится работать в довольно трудных условиях. Ведь непосредственная близость от него я постоянно режу, зачищаю, а также удаляю ржавчину механическим путем. Конечно, у меня есть вытяжка, но вы сами понимаете, что вытягивает она лишь то, что легче воздуха. Ну а все, что тяжелее, естественно, падает вниз, попадает на пол, стол и сварочный аппарат, который постоянно стоит у меня вот в этом месте. Ну а чтобы не быть голословным, сейчас покажу кучу мусора, которую я смел со стола после изготовления всего 2 проектов. И проекты эти, ребята, честно говоря, были не самые большие. То есть это была арка из прошлого ролика и вот эти качели, которые я собрал совсем недавно. Так вот, состав этой кучи мусора я знаю практически в процентном соотношении. Здесь 20% вот этого отрезного круга, 10% вот этого поменьше и еще процентов 15 зачистного. Все остальное это металл, который они удалили. Так вот, ребята, к чему это рассказываю и показываю? Да к тому, что по выведенному мной техрегламенту я каждые 2 недели обязательно пробиваю аппарат. Исключение я сделал всего 1 раз и очень сильно об этом пожалел. Так что непосредственно этот промежуток между продувками для себя я вывел деньгами и затраченным временем. Ну а с этим аппаратом я специально отступил от правил и дал ему поработать целый месяц. В принципе, времени показатель, поэтому для тех, кто понимает, скажу, что уработал он 3 бухты, 4-ю дорабатывает, бухта 5-килограммовая.
Поэтому сейчас я его вскрываю, смотрю, сколько насосал он пыли, потому что кулер здесь довольно сильный. А также ищу косяк, на который обратил внимание один сервисмен на своем канале. Как видим, пыли здесь довольно прилично, не зря вскрывал, да и индикатор загрязнения не обманул. Поэтому берем пистолет и моем здесь все керосином. Шутка. Просто перед разборкой все хорошенько продуем. Что-то, честно говоря, камера не передала то количество пыли, которое я из него выдал. Ну да ладно, теперь то, что касается конкретно косяка производителя. Просто на канале одного сервисмена я увидел ролик, где он обратил внимание на то, что транзисторы здесь закрыты крышками, в которых существует зазор 3 мм, куда легко может попасть влага, окалина, либо вот такая железная пыль, что неминуемо приведет к поломке аппарата. Но тут, ребят, я отчетливо вижу, что ничего похожего у меня здесь нет. Транзисторы имеют защиту на каждый из 3 ног, поэтому можно констатировать, что производитель учел этот косяк и его исправил. Так что ничего дополнительно изолировать у меня необходимости нет, поэтому собираем аппарат в обратной последовательности. Естественно, пробуем запустить после профессиональной чистки. И вот теперь уже с чистым аппаратом, конечно, переходим к тому, чего вы все долго ждали, и из-за чего решили посмотреть этот ролик, а именно индикатор загрязнения. Многие, кто меня постоянно и внимательно смотрит, я думаю, уже догадались, о чем пойдет речь. Итак, ребята, всего пару секунд, тадам, и вы увидите тот самый датчик загрязнения для сварочных аппаратов. Вот он, красавец, аналоговый, не цифровой, зато 100% рабочий вариант. И по количеству пыли на нем и на намагниченной решетке можно легко понять, какое количество пыли будет в вашем аппарате. Все просто и примитивно, зато очень-очень-очень-очень-очень эффективно. Поэтому советую вам, меня спасает, вам поможет, а сервисменов оставят без работы. Ну что, ребята, вот такие вот дела. Ну а кто разочарован аналоговым прибором, пишем в комментарии. Ну а теперь, ребята, как и обещал, подведем промежуточный итог владения аппаратом более 1 месяца. И еще раз повторюсь, что за это время уработал он 3,5-5-килограммовые катушки. Отработал он все это время без чистки и без каких-либо нареканий. Самое интересное, что выдержала эта китайская горелка, хотя внешний вид и рукава и аппарата утратил былой лоск. Но в принципе мне-то его и предложили для работы, а не для тестов и красивых картинок. Так что, ребята, еще раз напоминаю, что у аппарата все-таки есть гарантия. Составляет она 15 месяцев, но я думаю, постоянная профилактика и, конечно же, использование моего индикатора загрязнений помогут продлить жизнь аппарату и на гораздо большее время. Ссылка на аппарат с хорошей скидкой и ценой будет в закрепленном комментарии и описании. Ну а на сегодня вроде все. Прямые руки вам в помощь. Мирного неба над головой. Всем удачи, здоровья. Прорвемся. Да, и как можно больше адекватных людей рядом.